Лионель Месси. Победа на футбольном и любовном фронтах. Один из лучших футболистов современности родился в аргентинском городке Росарио, там же, где когда-то появился на свет другой всемирно известный латиноамериканец, Че Гевара. Но свои революции Лионель Месси устраивал исключительно на футбольном поле. В мяч он играл с 5-летнего возраста и почти сразу же стал подавать большие надежды. Правда, его спортивная карьера могла завершиться, едва начавшись. Когда юному футболисту исполнилось 11 лет, врачи обнаружили у него болезнь, связанную с гормоном роста. На лечение понадобились большие деньги, которых у семьи Лионеля просто не было. А поскольку им на тот момент интересовались менеджеры клуба «Барселона», то отец Месси решился на такой ход – показать мальчика руководству клуба и заполучить контракт на солидную, само собой, сумму. В итоге Лионеля не только взяли в молодежный состав каталонской «Барселоны», но и оплатили дорогостоящее лечение, а также переезд семьи Месси из Аргентины в Испанию. С этого момента за перспективным футболистом, лучшим игроком и бомбардиром молодежного турнира, стали пристально следить как СМИ, так и спортивные менеджеры с фанатами. Для Месси началась новая жизнь. Сам футболист считает, что своей славой он обязан бабуле, которая водила его на тренировки, желая видеть внука знаменитым спортсменом. Она так и не увидела его триумфа, уйдя из жизни, когда Лионелю было лишь 10. Поэтому теперь после каждого мяча в ворота соперника Лионель смотрит на небо, поднимая указательный палец, тем самым намекая, что посвятил этот гол своей бабушке. Об известных футболистах помимо множества спортивных легенд слагаются еще и сплетни светские, об их победах на любовных полях. Про Лионеля такого сказать нельзя. Просто он не был замечен в скандальных интрижках. Да, Лионель какое-то время встречался с известной моделью плейбоя Лусианой Салазар, про которую говорили, что она крутила романы с многими известными спортсменами. Но страсти хватило всего на год. Лусиана стала возлюбленной друга Лионеля, Диего Марадоны, а сам Месси, совершенно не переживая по поводу расставания, начал встречаться с другой девушкой. И вот уже 9 лет рядом с ним та самая единственная, которую он называет своей главной любовью жизни, Антонелла Рокуццо. Так получилось, что с Антонеллой лучший футболист планеты знаком с раннего детства. Они жили в одном городе, их родители часто общались, а сам Лионель нередко играл в футбол с кузеном будущей жены. Но потом Месси уехал в Европу, и они с Антонеллой на долгие годы потеряли друг друга из поля зрения. Пока не встретились случайно в 2009 году, чтобы уже больше не расставаться. Это удивительно, но Антонеллу тепло приняли даже поклонницы Месси.
Может быть, потому, что она явно отличается от стереотипной футбольной жены. Обычно в спутницах у известных спортсменов водятся длинноногие худосочные блондинки с большой грудью и накачанными губами, чьи инстаграмы забиты провокационными фото в бикини. Не то что Антонелла. Она хоть и красавица, но совсем другого типа. Миниатюрная брюнетка, ладно скроенная, но не подчеркивающая свои формы. Джинсы, майка, минимум макияжа и небрежная укладка – именно такой образ предпочитает Антонелла в обычной жизни. По профессии девушка-диетолог. После университета начала работать в фитнес-центре в Розарио. Всегда вела тихий образ жизни, избегая громких и модных тусовок. Правда, миниатюрная красавица все же использовала свои внешние данные для заработка в качестве фотомодели. Но и тогда это были скромные снимки. В 2012 году стали говорить о том, что супруга Лионеля ждет сына. Футболист подтвердил эту новость своеобразно. Забив гол за сборную Аргентины на отборочном матче к чемпионату мира, он засунул мяч себе под майку, изобразив беременный живот. Тиаго, так назвали наследника Месси, родился в ноябре того же года в Испании, в клинике рядом с домашним стадионом Барселоны. Папа и мама были несказанно счастливы, выкладывая фото сына в соцсетях. Так что Тиаго с самого рождения стал одним из самых популярных наследников футбольных фамилий. Второй сын, которого назвали Матиа, родился в сентябре 2015 года. Уже с детства стало заметно, что малыш любит смотреть футбол. Не иначе играет гены папы. Встретив Антонеллу через много лет, Лионель расстраивался только из-за одного, что потерял так много времени. Не замечая очевидного, именно эта девушка и предназначена ему судьбой. Однако предложение руки и сердца он тем не менее не решался сделать долгое время. Лишь после рождения двух сыновей и 8 лет совместной жизни пара наконец-то официально оформила свои отношения. Свадьба состоялась летом прошлого года. Место действия, само собой, Розарио, родной город влюбленных. Само торжество проходило в квартале, где родился Лионель. Правда, тут не обошлось без сюрпризов футболиста. Дело в том, что место это считается криминогенным, поэтому отель, где все проходило, дополнительно охраняли 200 охранников. А дорогу из аэропорта курировали 300 полицейских. Ведь среди многочисленных гостей молодых были люди очень известные. Целую неделю городская администрация вычищала квартал от мусора, украшала национальными флагами, была даже установлена спецплощадка с большим экраном, по которому шла онлайн-трансляция свадьбы футболиста.
По случаю бракосочетания Месси и Рокуццо сделали татуировки в виде римских цифр 30 в иксуи. Примечательно, что на свадьбу века, как окрестили торжество футбольные фанаты, все именитые гости съезжались без подарков. Это была просьба Месси. Вместо этого приглашенные просто перечисляли разные суммы в благотворительный фонд Месси. Футболист оказывает медицинскую, образовательную и спортивную помощь детям. Уже в году нынешнем, в марте, у супругов родился третий сын, Чиро. И фанаты Барселоны поняли, что в жизни Месси происходят важные перемены, заранее. «10 марта в официальном твиттере каталонского клуба появилась информация об изменении в составе. Место Месси занял другой футболист. В сообщении было сказано, что Лионель будет отсутствовать в расположении команды по причинам личного характера. Это и послужило намеком на скорое рождение малыша, ведь было известно, что Антонелла находится на последних неделях беременности. Сам же футболист за несколько дней до родов даже опубликовал видео в своем Инстаграм, где было видно, как шевелится малыш в животе супруги, а подпись гласила «Малыш Чиро». Когда же мальчик появился на свет, радостный отец опубликовал пост у себя в Инстаграме: «Добро пожаловать, Чиро. Благодарю Бога за то, что все прошло успешно». У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы. Среди многочисленных поздравлений, которыми забросали Месси, одним из главных была шутка, что, видимо, Месси решил вырастить целую футбольную команду. Что соответствует истине. По крайней мере, Лионель и Антонелла уже сообщили, что хотели бы разбавить мужскую компанию лапочкой-дочкой. Семья, жена, футбол, ЧМ 2018, личная жизнь, чемпионат мира по футболу, Лионель Месси.